Главное событие вчерашнего дня – двухчасовой телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. На момент подготовки ролика о содержании беседы можно судить по короткому посту Трампа и по двум документам. Это пресс-релиз Белого дома и пресс-релиз Кремля. Из них следует: Путин согласился, но согласился не на предложение Трампа о полном прекращении огня на 30 дней, а на какое-то усеченное подобие плана Макрона и Стармера. Чуть больше 2 недель назад те как раз предлагали 30-дневное частичное перемирие, продолжение боевых действий на земле, но остановку войны в воздухе и на море, прекращение ударов по энергетике. Между перепалкой в Вашингтоне и встречей в Джиде был короткий промежуток времени, когда этот же вариант, как первый шаг к миру, предлагал и Владимир Зеленский. Не обошлось и без некоторого символизма. В Москве, напротив посольства США, сразу же после беседы Трампа с Путиным демонтировали инсталляцию ЗВО «За победу, сила в правде». Отважные. Она там стояла даже с 23-го года. Многие уже успели увидеть в этом добрый знак. Но вскоре, несмотря на поздний час, представитель российского МИДа Мария Захарова вышла к СМИ с заверением. Мол, лампочки в инсталляции поменяют и вернут все обратно. Будет светиться ярче прежнего. Для начала самое важное. Путин на 30-дневное прекращение огня не согласился. Никаких даже намеков на такое согласие или его возможность в обоих пресс-релизах нет. Украина подписала все, на чем настаивал Трамп. Украина во всем согласилась, а вот Путин нет. Да, Дональд Трамп так уж устроен, что ему нельзя не дать вообще ничего. Второй раз пленить все тех же виртуальных военных украинских не выйдет. Трампу нужен повод для нового твита капслоком о том, как он всех победил. И Путин такой повод дал. Во-первых, 30-дневное прекращение взаимных атак по энергетической инфраструктуре, а во-вторых, согласие на обмен большими партиями пленных. Второе, в чистом виде организация восхода солнца вручную. Ведь переговоры и обмен пленными идут в рутинном режиме все 3 года безо всякого Трампа. Но обязательство воздержаться от уничтожения – это уже маленькая революция. Мы не можем предсказать, как это обязательство будет соблюдаться. Сколько российская страна в этом продержится. Как скоро окажется, что электростанция внезапно оказалась не электростанцией, а замаскированным типа штабом. Я бы не ставил на то, что обязательство это будет устойчивым. Но суть в следующем. За все 3 года, не считая пиар-акции с рождественским перемирием в январе 23 года, это будет первый раз, когда Путин берет на себя обязательство. Когда он накладывает на себя ограничения. Не бог весть какое, но раньше и такого не было. Поскольку обязательство взято публично, поскольку за него Трамп как бы ручается, поскольку это победа Трампа, то, видимо, Путину придется какое-то время это обязательство соблюдать. Не получится ему прямо завтра сказать: плохие провокаторы нас спровоцировали. Ну или вообще у себя в тылу где-то взорвать себе нефтебазу и на этом основании возобновить обстрелы. Если соглашение о прекращении взаимных обстрелов будет заключено, а препятствий к этому не видно, то будет важный побочный эффект. Взаимные обстрелы перестанут быть нормой. Уничтожение инфраструктуры и гибель мирных граждан за эти 3 года стали такой рутиной, что давно проходит по разряду прогноза погоды. Об этом даже не пишет никто и не говорит. Если обстрелы прекратятся хотя бы на какое-то время, вернуться к ним будет не так-то просто. Та страна, которая это водяное перемирие нарушит, будет выглядеть агрессором. Это дорога с односторонним движением. Сделав шаг в сторону нормализации, уже не так-то просто сделать шаг назад. Можно, конечно. Все можно. Но это хоть какая-то зацепка. Важно эту новость воспринимать именно так. Да, те, кто говорит, что нет никакой связи между согласием прекратить обстрелы и заключением перемирия, в общем-то правы. Это 2 изолированных события. Можно воздерживаться от атак по глубокому тылу и годами уничтожать друг друга на фронте, как ни в чем не бывало. Но договор о прекращении взаимных обстрелов – это очень хорошее изолированное событие. Уже 3-й год российская армия занимается планомерным уничтожением критической инфраструктуры Украины. С прямо декларируемой целью – оставить всю страну без света, отопления, водоснабжения и канализации. Украина ответила налетами беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые проводятся на регулярной основе. Совсем вот недавно вот такую картину могли увидеть пассажиры поезда, следующего в Туапсе. Мы прибываем на станцию Туапсе. Эти атаки для России весьма чувствительны и болезненны, ведь речь идет о достаточно хрупком и дорогостоящем оборудовании, которое не так-то просто закупить снова из-за вторичных санкций.
В общем, взаимное прекращение ударов по энергетике уже что-то. Как и прекращение войны на море, где, с одной стороны, украинские безэкипажные катера заставляют военно-морские силы России буквально прятать остатки Черноморского флота по дальним базам, с другой стороны, любое судно, следующее до украинских портов и обратно, находится в зоне повышенного риска. Так, в октябре 2024 года российской ракетой «Искандер-М» был потоплен целый контейнеровоз, прибывший в порт Одессы. Правда, соглашение не стрелять на море пока никто не заключал. Из забавного. Стало понятно, что Трамп с Путиным обсуждали аж целых 2 часа. Сущностная часть разговора на это время не тянет. Судя по тому, что на повестке дня возникла идея о хоккейном матче между Россией и США, между НХЛ и КХЛ, 2 очень немолодых человека вспоминали времена своей юности. Когда в разгар холодной войны в 1972 году произошла хоккейная суперсерия между СССР и Канадой. Ничего не имеем против хоккея. Поиграть в хоккей – дело хорошее. Уж точно лучше массового убийства людей. Это просто забавный момент, который рассказывает нам, чем стороны занимались большую часть своей 2-часовой беседы. Вспоминали молодость. Только так могла всплыть подобная тема. Ну и хорошо, побольше в хоккей играли. Теперь поговорим о том, какие будут последствия и будут ли они вовсе. Оперативные новости пока противоречивые. С одной стороны, были новые ночные взаимные обстрелы. С другой, уже с утра Минобороны заявила, что получила приказ от Путина о временном прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и даже сбила собственные беспилотники, нацеленные на объекты в Николаевской области. Таким образом, можно считать, что соглашение как бы вступило в силу. Видимо, не будет никакого документального оформления, и с сегодняшнего утра стороны обязались вести себя прилично. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и продолжим обсуждать разговор Путина и Трампа. В 2018 году Starbucks открыл кофейню в Сиэтле, где можно расплачиваться только картой или через приложение на смартфоне. Такая инициатива еще не получила широкого распространения, но тенденция очевидна. За границей все сложнее обходиться наличными. Бронь отеля, аренда автомобиля, использование зарубежных сервисов – для всего этого сейчас требуется карта иностранного банка. Оформить ее, кстати, не так дорого, как многие думают. Но лучше оформлять уже сейчас. В прошлом году, например, у россиян была возможность дистанционно открыть счет в Казахстане и получить карту. Теперь же никакие компании вам с этим не помогут. И неизвестно, возобновится ли работа Первого банка Казахстана на тех же условиях. Однако остаются другие возможности. Эксперты MasterCard KZ проанализировали рынок и подобрали наиболее выгодные варианты дистанционного оформления иностранных карт. MasterCard KZ проконсультирует вас по картам и поможет оформить подходящую, чтобы вы снова могли оплачивать онлайн иностранные сервисы, бронировать отели и чувствовать себя свободно за границей. Сможете подключить карту к Apple и Google Pay и расплачиваться касанием телефона. Для открытия карты достаточно действующего загранпаспорта, а пополнять вы ее сможете прямо со счета в российском банке. А еще у MasterCard KZ очень доступные цены. Чтобы выбрать наиболее выгодную для вас карту и узнать условия, переходите по ссылке в описании и получите скидку до 15 тысяч рублей на услуги команды по промокоду КАЦ. Продолжим. Что нам еще дает некоторый повод для оптимизма? Согласно кремлевскому пресс-релизу, в интересах мирного урегулирования создаются российская и украинская экспертные группы. Об этом упоминает всего одна короткая фраза, но фраза эта говорит об институциализации мирного процесса. Нам не нужно гадать и строить прогнозы, мы все узнаем уже завтра. Если с утра не выйдут сводки о взаимных обстрелах, значит обязательства существуют и выполняются. Ну, во всяком случае, выполняются как минимум в течение завтрашнего дня. Если вновь будут гореть электростанции по одну сторону фронта и нефтебазы по другую, можно считать, что ничего не было. Сегодня мы проснулись, как всегда, под новости об обстрелах. Если завтра мы не проснемся под эти же новости, значит перед нами новая реальность, где впервые за 3 с лишним года произошел поворот хоть к какому-то позитиву. Существует ли у происходящего негативная сторона? Существует. За этим соглашением о прекращении взаимных обстрелов может потеряться важный факт. Договор о прекращении огня пока обсуждаться перестал. Все, что мы знаем о Дональде Трампе, говорит нам, что если какая-то задача не поддается его кавалерийскому наскоку, то он ее бросает и переключается туда, где можно быстро и ярко побеждать. Кавалерийский наскок Трампа продолжается уже больше месяца, и существует не нулевая вероятность,
что на этом договоре все и закончится. Что Трамп решит, из этой ситуации больше ничего не выжить. Надо хвастаться тем, что получил. При Байдене стреляли по жилым домам и электростанциям, а при мне теперь не стреляют. Я победил, я молодец. До свидульки всем, я полетел. На этом все усилия по принуждению сторон к миру заканчиваются, а Трамп идет воевать со всеми остальными. С Канадой тарифами бодаться, судебную власть поносить, на чем свет стоит, отлавливать поджигателей Теслы и всем остальным таким вот интересом заниматься. Трамп точно не хотел выйти из этой ситуации с пустыми руками, и вроде как сейчас у него руки не пустые. Ситуация довольно неприятная, потому что он может этим и удовлетвориться, понимая, что большего от Путина не получит. Будем надеяться, что это будет не так, но риск такой есть. Разговор Трампа с Путиным не привел к остановке боевых действий. Обмены дальнобойными ударами по энергообъектам и морские операции – это хоть и важные, но второстепенные сюжеты нынешней войны. Наземные сражения – это, в общем-то, и есть сама война, выкашивающая людей в обеих странах. Тут даже можно посмотреть, насколько отличаются отзывы о том разговоре российской и американской сторон. Во-первых, американцы говорят о прекращении атак на объекты энергетики и инфраструктуры, а в российском заявлении говорится только об объектах энергетической инфраструктуры, что звучит похоже, но вообще-то радикально отличается. Российская интерпретация не предполагает, что Россия берет на себя обязательство не бить по мостам, транспортным узлам, промышленным объектам и жилым домам. Речь, грубо говоря, только об электростанциях и трансформаторах. Артиллерийские и ракетно-бомбовые удары, налеты дронов на города – все это под озвученные ограничения тоже не подпадает. Хорошо, если стороны обязуются не бить принципиально по ТЭЦ и НПЗ, но это никак не касается обстрелов и бомбежек жилых кварталов. К примеру, в момент телефонного разговора между Трампом и Путиным украинский город Константиновка устранял последствия от очередного прилета российских авиабомб ФАБ-250. И в масштабах нынешней войны это локальная новость уровня местной русскоязычной газеты «Знамя индустрии». Ни в какие международные сводки полтонны бомб, сброшенные на мирный город, уже не попадают. Во-вторых, Трамп говорит, стороны пришли к пониманию, что мы будем быстро работать над достижением полного прекращения огня. А в российском отзыве ничего подобного нет. Там написано так. Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву. С одной стороны, заявление о быстрой работе по достижению мира от американцев, а с другой – угроза эскалации. Украина заведомо не может согласиться на условия, при которых российская армия восполняет потери в технике и закупает в неограниченных количествах снаряды, ракеты и дроны у Северной Кореи и Ирана, а украинские войска лишены и поставок, и данных разведки. В чуть менее категоричной формулировке Путин настаивает также на остановке мобилизации и прекращении перевооружения ВСУ. Это означает, что и своими собственными силами Украина, мол, также не должна укреплять свою обороноспособность. То есть должна быть максимально уязвимой перед лицом российской армии и пребывать в вечно подвешенном состоянии. Когда мы уже работали над этим выпуском, появилось интервью Дональда Трампа по результатам его разговора с Путиным. Там президент США прямо заявил, что в действительности вопросы военной помощи Украине он с Москвой в принципе не обсуждал. Was there non-negotiables mentioned by Putin? It was reported that, I think the Kremlin media actually stated that he demanded an immediate cessation of aid to Ukraine in order to get to this multi-step deal. No, he didn't. We didn't talk about aid. Actually, we didn't talk about aid at all. Если оставить за скобками обязательства по взаимным обстрелам, то стороны остались на плюс-минус прежних позициях. Из заявлений российской стороны никаким образом не следует, что мы с вами оказались ближе к миру, чем до этого разговора. Российская сторона не видит для себя никакой возможности даже начинать разговоры о мире или перемирии до тех пор, пока западные союзники не прекратят поддержку как оружием, так и разведывательными данными полностью. В эту концепцию никакое 30-дневное безусловное прекращение огня не вписывается. Телефонный разговор Трампа с Путиным – одно из тех событий, которые можно оценить только по кумулятивному эффекту. Будут ли прекращены взаимные обстрелы? Будет ли Трамп усиливать давление на Путина? Будет ли какой-то следующий шаг в самое ближайшее время? Или будет признано, что в этой теме никакого золота не накопать? Пока не ясно. Со стороны Трампа мы по-прежнему видим попытки дать Путину возможность пойти на сделку таким образом, чтобы это выглядело как добрая воля хозяина Кремля, а не как решение, принятое под давлением. Потому что Путину это нужно. Не быть тем, кого продавили.
Недаром в кремлевском коммюнике по итогам разговора всплыла тема мифических солдат ВСУ, окруженных в Курской области. Всплыла она лишь за тем, чтобы Путин вымышленных солдат смог великодушно пощадить. В реальном же мире добрый царь отпускает 23 тяжело раненых бойца, что на самом деле очень хорошо. Это уже больше, чем просто плановый обмен пленными, каковые проводились и прежде, безо всяких разговоров с Трампом. Но все-таки это не сотни или тем более тысячи плененных украинцев. Если Путин согласится на полное прекращение огня, он захочет сделать это не спеша, постепенно, на своих условиях, которые могут быть 100 раз скорректированы, но должны быть свои. Будут ли они скорректированы в дальнейшем – вопрос. В свежей кремлевской публикации одно из прошлых невозможных условий уже отсутствует. Никак не поднималась в тексте тема передачи Путину 4 областей Украины в их административных границах. Впервые речь пошла о заморозке войны по текущим линиям фронта. Но чего я бы точно не рекомендовал, это строить какие-либо жизненные планы на ожидание скорой заморозки войны. Все, что мы прежде говорили о путинской системе, о том, как режим и сам Путин срослись с войной, все это актуальности не потеряло. Очень хочется надеяться, что сейчас идет какая-то расторговка, что Путин идет на сделку, просто ведет какие-то переговоры для того, чтобы получить какие-то условия получше. Но ситуация может быть и обратной. Очень вероятно, что Путин ищет способы отказать Трампу, просто не напрямую. Дает Трампу то, что может дать, а о главном договариваться вообще не собирается. Вполне возможно, что Путин приостанавливает удары по украинской энергетике, потому что только что на ход войны они ровным счетом никак не влияют. Зато приостановив их, можно не оказаться здесь в положении единственного лидера, кто не делает никаких шагов к миру. Да и отсутствие ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам тоже для Путина очень неплохо. Что из этого всего правда, показать может только время. Впереди будут интересные временные отсечки. 20 апреля – это Пасха, очень важный праздник для Америки, и 9 мая. 80 лет Победы Россия может встретить как в условиях мира, так и на очередном пике военной истерии. Второй вариант по-прежнему более чем возможен. Да, по состоянию на сегодня Путин сделал маленький шаг назад, и это факт. В опубликованном пресс-релизе Белого дома присутствует анонс скорых переговоров России и США на некой ближневосточной площадке. Американский спецпосланник Стив Уиткоф уточнил, что встреча состоится 23 марта в саудовской Джидде. Посмотрим, о чем будут говорить. Но еще раз напомним сами себе, что не Америка и Россия сейчас воюют между собой, а Россия с Украиной сейчас никак не переговариваются. До завтра.